дорогие друзья, подписчики и гости канала компании Автоматика. В сегодняшнем видео мы не будем разговаривать о компрессорах, а расскажем всю правду о диагностике автокондиционера и его заправке на примере автомобиля нашего коллеги. На протяжении летнего сезона мы проводим огромнейшее количество диагностик и заправок автокондиционеров. Основная проблема — это, конечно же, низкий уровень газа в контуре хладагента, что непосредственно сказывается на работе кондиционера. В данном автомобиле, со слов нашего коллеги, кондиционер летом работал исправно, и для эксперимента мы откачали из контура хладагента 150 грамм газа. Сейчас нам необходимо выполнить диагностику. Сделаем это при помощи станции Teksa модель 705R. Станция не новая, это одна из наших рабочих лошадок, которая отработала сезон 2017. Любая диагностика автокондиционера начинается от подключения станции к системе кондиционирования автомобиля. При помощи быстросъемных соединений необходимо подключить станцию к контуру хладагента. Судя по манометрам, давление в системе есть, и при наличии газа в системе необходимо закрыть два крана, запустить двигатель и включить кондиционер. Включили кондиционер, компрессор включается, но по показаниям манометров видно, что работает он не так, как должен, по той простой причине, что в контуре не хватает 150 грамм газа, который мы предварительно из него откачали. Сейчас у нас в цеху около 26 градусов по Цельсию, и при такой температуре окружающей среды давление на линии всасывания должно быть около 2 бар, а на линии нагнетания в районе 10-12 бар. Температура выставлена максимально низкая, обороты вентилятора максимально низкие. Температура на выходе из запарителя ниже 17 градусов у нас так и не снизилась. Помимо манометров, получить дополнительную информацию вы можете, потрогав магистрали на входе в испаритель. Магистраль низкого давления, магистраль всасывания, должна быть холодной, в то время как магистраль высокого давления должна быть горячей. В данном случае на ощупь разница температур незначительная, из чего можно сделать предположение, что в контуре не хватает газа. Сейчас двигатель можно выключить, и нам необходимо откачать газ из системы для того, чтобы понять, сколько его туда необходимо добавить. Пока станция откачивает газ из системы, мы, не теряя времени, проводим ее диагностику. Диагностика начинается с визуального осмотра системы, а именно с магистрали контура хладагента и осмотра конденсора. Проверяем все соединения на наличие масляных пятен и подтеков. Необходимо также осмотреть вентилятор охлаждения, проверить его целостность. На других автомобилях возможен доступ к радиатору охлаждения двигателя, можно проверить состояние радиатора охлаждения двигателя, потому что нередко между радиаторами двумя скапливается большое количество грязи, что препятствует охлаждению газа и охлаждающей жидкости двигателя, что в процессе приводит к
перегреву системы. В данном случае конденсор новый, его меняли весной, никаких подтеков, пятен не обнаружено. Зная, что систему данную заправляли ранее с ультрафиолетовым красителем, можно проверить систему при помощи ультрафиолетового света. Для этого потребуется ультрафиолетовая лампа и специальные очки. Очки и ультрафиолетовая лампа. Ультрафиолетовый индикатор добавлен в систему. Под ультрафиолетовым светом светится очень ярко, и при наличии утечки обнаружить такое пятно вовсе не трудно. Осматриваем магистрали контрфотоагента. Осмотрев магистрали, обязательно проверьте конденсор. Все мы знаем, какое количество реагентов зимой сыплют на наши дороги. И эти реагенты без какого-либо труда пожирают радиаторы, словно термиты. И нередко были случаи, когда заказчик обращался с проблемой с кондиционером, и течь была обнаружена в конденсоре вследствие коррозии. Хотя с его слов конденсор меняли в прошлом году. То есть одну зиму пережил конденсор. Такие случаи, к сожалению, не редкость. И они чаще, если конденсор устанавливается неоригинальный. Наличие утечки в таких труднодоступных местах, как испаритель, который находится под торпедой в салоне автомобиля, можно проверить при помощи течеискателя. В случае, если утечку не удается найти, а газ по истечении какого-то времени из системы уходит, я рекомендую обратить внимание на испаритель. Испаритель кондиционера тоже достаточно часто течет, несмотря на то, что он, казалось бы, защищен, стоит под торпедой, в коробе. Он течет достаточно часто. Как проверить испаритель на герметичность, я уже показывал течеискатель, при помощи которого можно проникнуть достаточно близко к испарителю и все там хорошенечко пронюхать. А также можно добавить в систему ультрафиолетовый индикатор, дать системе поработать, чтобы через трубку слева конденсата с испарителя начала капать вода, тот самый конденсат. И просветив лампой конденсат, мы можем увидеть в этом конденсате ультрафиолетовый краситель, что будет подтверждением тому, что испаритель течет. В большинстве случаев диагностика занимает 5-10 минут, и все это благодаря тому, что мы большинство автомобилей знаем их достаточно близко и знаем их слабые места. Мы знаем, куда нужно обратить внимание, какие магистрали чаще всего текут, где они перетираются. В данном случае компрессор установлен снизу, из-за чего, кстати, нередко страдает муфта, потому что ей частенько ударяются, и муфта получает механические повреждения. Ну и, естественно, магистрали, подходящие к компрессору, тоже находятся внизу, постоянно в грязи, подвергаются воздействию реагентов и так далее и тому подобное. К примеру, Toyota Prado 120, у нее течет чаще всего, за исключением, конечно же, контура заднего, который тоже течет часто, течет магистраль высокого давления, которая расположена вдоль лонжерона. Течет она очень часто, трубка тройная, делается, в принципе, с легкостью. Volkswagen Transporter Multivan, к примеру, течет у них очень часто задний контур, именно под задним правым подкрылком. На изгибе скапливается очень много грязи, магистраль алюминиевая, прогнивает и система разгерметизируется. Таких примеров очень много, и автомобиль, подъехав к нам на диагностику, мы в принципе уже догадываемся, куда нужно обратить внимание, и знаем, какие неисправности в этом автомобиле встречаются чаще всего.
Поэтому диагностика занимает короткое достаточно время. Станция откачала из системы 240 грамм газа и 15 миллилитров масла. 240 грамм газа при заправочном объеме системы в 500 грамм. То есть, другими словами, в системе не хватало 260 грамм газа. 150 грамм откачали мы перед началом съемки данного ролика. И получается, что до нас в системе не хватало 110 грамм. 260 грамм не хватает в системе. Это достаточно много. Это больше половины заправочного объема. Что касается заправки системы, в принципе, в этом тоже ничего сложного нет. Мы сейчас из системы откачали 240 грамм газа. Естественно, нам необходимо заправить систему полный заправочный объем, а именно 500 грамм. То есть, по большому счету, нам необходимо добавить в систему 260. Те 240 грамм, которые мы откачали, сейчас уже находятся в резервуаре, они прошли через фильтр. И этот газ мы используем при повторной заправке, добавив туда нужный объем. Вот тот самый резервуар, о котором я вам говорил. Стоит он на весах, который взвешивает объем откачанного газа и тот объем, который необходимо закачать. Помимо резервуара с газом, также в станции есть две емкости. Емкость с чистым маслом, которую мы добавляем при заправке, и емкость с маслом откачанным. Можно увидеть, какое оно грязное, с ультрафиолетом, все вперемешку. Это масло, естественно, утилизируется. Вот. Что касается заправки с ультрафиолетовым индикатором, если такая заправка требуется, то емкость с чистым маслом снимается, и вместо нее на ее место устанавливается емкость с маслом, в котором присутствует ультрафиолетовый краситель в нужных пропорциях. Ну и, естественно, в данном баллоне находится газ R134A. Как убедиться в том, что это именно тот газ, мы вам расскажем немножко позже. Качество газа момент очень важный. 2 года назад было очень много автомобилей с проблемами с компрессором, с системой, которые возникали у них после заправки. При заправке системы. Ну, очень много на самом деле было автомобилей после дилера. Была, может быть, партия газа какая-то плохая, хотя мы на самом деле тоже встречались с некачественным газом, но мы весь газ, всю партию, которую мы закупаем, мы ее проверяем. Тоже покажем, как мы это делаем. Как вы понимаете, вся заправка кондиционера сводится к добавлению недостающего количества газа в системе. Вы не платите за полный объем газа, не платите за 500 грамм, которые необходимо заправить в систему, а платите за те 260, которых в системе не достает. Потому что, как я уже говорил, газ, который мы откачиваем из системы, проходит несколько циклов очистки, проходит через очистку, через фильтр, который периодически меняется. У него есть регламент замены, фильтр, который установлен в самой станции. Вот. И этот газ повторно используется при заправке системы. Масло, естественно, которое откачивается из системы, оно, как я вам уже показывал, откачивается в отдельную емкость. Вот. Я на самом деле не понимаю, почему в некоторых местах заправка стоит 3000 рублей, я такое слышал от клиентов. В дилере вообще бред какой-то, там 5-7 тысяч, такие цифры я слышу. У нас же заправка стоит 999 рублей, потому что заправка кондиционера, в этом ничего сложного на самом деле нет, вы сами все прекрасно видите, прекрасно все понимаете. При наличии профессионального оборудования, а я сейчас говорю именно о станции Teksa, это вообще проще простого. Раньше, много лет назад, заправляли системы при помощи коллекторов, при помощи отдельных вакуумных насосов, весов и так далее и тому подобное. А кустарным методом так вообще заправляли без весов, просто-напросто из баллона добавляли какое-то там количество газа. Вот. И как очищается газ, как устроена данная станция, я предлагаю
воспользоваться возможностью и немножко ее подразобрать для того, чтобы дать вам возможность ознакомиться с ее устройством. Давайте мы снимем с нее переднюю панель и панель приборов. Подразобрали слегка станцию, получили доступ к ее содержимому, и сейчас я своими словами простенько попытаюсь вам объяснить, что же в ней находится внутри. Внутри у нее находится насос, при помощи которого станция откачивает из контрхладагента газ. Вакуумный насос, при помощи которого система вакуумируется. В нем также есть фильтр сменный, также меняется по регламенту, как и тот фильтр, который фильтрует хладагент после откачки. В этом резервуаре масло отделяется от хладагента откачанного и через эту пластиковую магистраль поступает в отдельную емкость, которую я вам сегодня уже показывал. Помимо всего этого, как и в автомобиле, в станции есть радиатор. За радиатором установлен кулер. Здесь хладагент охлаждается. Блок управления, один из двух. Система клапанов. Два манометра. Их можно видеть. Станцию не разбирая, мы по ним снимаем показатели. Во всех современных станциях есть слот под карту SD, которая нужна для того, чтобы оборудование ежегодно обновлять. На самом деле я не специалист в этих станциях, подробно рассказать вам ничего не могу, но если есть такая необходимость у вас более подробно с этим разобраться с устройством станции, разобраться более подробно с диагностикой, заправкой системы, вы можете посетить наши курсы, где мы всему этому обучаем. Об устройстве станции мы кратенько поговорили. Диагностику систем кондиционирования выполнили, прямых утечек в системе нет, газ в системе был, компрессор включается, качает, конденсор проверили, его меняли. Сейчас нам необходимо заправить при помощи станции систему, добавить в нее откачанный ранее объем масла и выполнить еще раз диагностику, только уже при полном заправочном объеме. Станцию собирать мы не будем, понаблюдаем за ней в процессе заправки. В заправке системы при помощи станции Texa 705R ничего сложного нет, достаточно лишь нажать несколько кнопок, и станция сама заправит автомобиль, добавит нужное количество масла. Важно лишь задать ей правильные параметры. Данные автомобили заказчика вводить мы не будем. Все это мы пропускаем. Хладагент из системы мы откачивали. Проверка на повышение давления 1. Вакуумирование. Вакуумирование системы, согласно технологии, необходимо проводить в течение 20 минут. 20 минут система будет вакуумироваться. 1 минуту мы ее будем проверять на герметичность. На герметичность мы ее будем проверять в течение минуты. Не мы это будем делать, а это будет делать станция. Будет проверять ее на систему на способность удержания вакуума. Тем самым она проверит систему на герметичность. Нет ли каких микроутечек, если вакуум начнет падать, то это говорит о том, что система не герметична. Опять же, станция она помогает в проверке на герметичность. Очень важный, полезный момент. Масло мы будем вводить автоматически. Масло пак. Объем масла 15 миллилитров. Заполнение системы, объем системы в данном автомобиле 500 грамм. Заправлять систему и вакуумировать мы будем через оба порта, поэтому выбираем как высокое давление, так и низкое. Дело в том, что есть автомобили, на которых
присутствует лишь один заправочный порт, но это достаточно старый автомобиль, и вряд ли вы их сейчас где-либо встретите. Шланги подсоединены, вентили открыты. Сейчас станция проверит систему на наличие какого-либо давления, будь то газ, либо воздух. После чего она начнет систему вакуумировать. Процесс этот будет продолжаться в течение 20 минут. Пока станция занимается заправкой системы, мы с вами поговорим о хладагенте, а именно о газе R134A. Газ этот самый распространенный. 12-й газ давно уже ушел на задний план, так как он практически не используется. Газ R134A, он сейчас общедоступен, поставляется в таких баллонах. Сейчас есть новый газ, маркировка его, насколько я помню, 1334YF. Газ этот достаточно дорогой, что касается стоимости газа R134. Он, в принципе, очень доступен, там баллон стоит в районе 4000 рублей, и одного баллона, как показывает практика наша, одного баллона хватает примерно на 25-30 заправок, так как каждый автомобиль, практически каждый автомобиль, вот, который является к нам на диагностику, вот, в нем какое-то количество газа присутствует. Так как мы его откачиваем, используем повторно, то благодаря всему этому баллона хватает на большое количество заправок. Что касается качества газа, как я уже говорил, были времена, когда на рынок поставлялись подделки очень низкого качества, из-за которого были проблемы с автокондиционерами. Вот. Мы с тех пор газ, каждую партию мы проверяем при помощи специального газоанализатора. Давайте мы сейчас на примере вот этого баллона, он у нас совершенно новый, запакованный. Взял я его сегодня на складе для эксперимента, для проверки. Вот, и мы его сейчас проверим на соответствие. Для проверки качества газа нам потребуется вот такой прибор, газоанализатор, который нам поможет понять, что же находится в этом баллоне. Прибор предназначен для проверки газа R134, и в лучшем случае, в положительном, результат должен быть стопроцентным. Любой другой результат, он неудовлетворительный, вот, и незамедлительно газ отбраковывается. Такой газ мы не приобретаем в избежании рекламации и проблем с заправкой и работой систем кондиционирования. Для того, чтобы подключить данный прибор, потребуется 12 вольт. В сегодняшнем случае мы используем аккумулятор нашего автомобиля. Включаем прибор. Необходимо произвести калибровку оборудования. Калибруется он обычно в течение 30 секунд. Этого достаточно. Подключаем прибор к баллону. Открываем кран и нажимаем кнопку R134A. Идет тест. Стопроцентное соответствие. Это именно тот газ, который мы и ожидали увидеть в этом баллоне. Газ R134A. Таким образом проверяется вся закупленная партия в избежании проблем.
Как я уже сказал, газ R134, он в принципе очень доступен, что касается его наличия, а также стоимости. Поэтому, собственно, заправка и стоит не 3, не 5 тысяч рублей, а всего-то навсего 999 рублей. И заправка включает в себя также диагностика. Это та диагностика, которую мы сегодня с вами проделали и еще проделаем после того, как система будет полностью заправлена. Вакуумирование закончено. Проверка на герметичность закончена. С герметичностью системы все в порядке. Сейчас станция заправляет указанный нами объем масла 15 грамм. Далее в систему будет добавлен хладагент в количестве 500 грамм. Система заправлена. Нам остается закрыть клапана высокого и низкого давления, запустить двигатель и включить кондиционер. Обратите внимание, как при полном объеме газа в системе при включении компрессора изменились показания манометров. Давление на линии нагнетания значительно выросло. Сейчас оно в районе 10 бар. И для температуры, которая у нас сейчас в цеху, в принципе давление достаточно приемлемое. Конденсор чистый, радиатор охлаждения также загрязнений не имеет. Вентилятор охлаждения двигателя при включении компрессора срабатывает. Компрессор включается тихо, при работе посторонних шумов не издает. После заправки системы я рекомендую искусственно завышать давление, для того, чтобы проверить, как система справляется с перегревом. Сделать это можно при помощи пакета, достаточно лишь накрыть переднюю часть автомобиля и ограничить доступ воздуха, ветра к конденсору системы кондиционирования. Пока мы пытаемся поднять в системе давление, можно установить термометр в салон для проверки температуры на выходе из испарителя. Давление в системе поднялось, обороты вентилятора увеличиваются. Это говорит о том, что вентилятор реагирует на повышение давления в системе. И свою задачу он выполняет в полной мере. Температура на выходе из испарителя 6 градусов. Система заправлена. Все жизненно важные органы мы проверили. Все работает исправно. С такими показателями заказчика можно отпускать.
Я очень надеюсь, что в сегодняшнем видео мы упомянули все самые важные моменты в диагностике и заправке систем кондиционирования. Как вы сами видели и наверняка понимаете, ничего сложного в диагностике и заправке нет. В рабочие будни, в обычный рабочий день для нашего специалиста диагностика и заправка в принципе сравнима с заправкой автомобиля на заправочной станции бензином. Вот, ничего в этом сложного нет. Если видео вам понравилось, ставьте палец вверх. Вопросы, замечания, предложения пишите в комментариях, всегда рад на них отвечать. На этом, наверное, все. Всем спасибо, друзья, всем пока.